Сознание не наблюдатель, а создатель реальности. В этой серии мы разберем, почему материя вторична, что происходит после смерти и как твое внимание формирует саму ткань происходящего. Основано на теории биоцентризма Роберто Ланце. Без мистики. Без воды. Только структура и чистое узнавание. Современная наука долгое время опиралась на представление о том, что Вселенная — это объективная независимая структура, существующая независимо от нас. Материя считалась первичной, сознание — побочным продуктом. Мы воспринимались как наблюдатели, находящиеся внутри уже готовой, завершенной реальности. Однако все изменилось с появлением квантовой физики. Эксперименты, проведенные в AC/DC и 21 веках, показали, наблюдение влияет на результат. Сам акт восприятия меняет поведение элементарных частиц. Это не философское предположение, а строго зафиксированная научная аномалия. Когда за частицей не наблюдают, она ведет себя как волна, расплывчато. Как только наблюдатель появляется, она превращается в конкретную частицу, принимающую форму. Значит, форма — это следствие восприятия. Эти данные в корне подрывают классическое представление о независимой, твердой реальности. Мир, каким мы его знаем, не является фиксированной структурой. Он формируется в процессе восприятия. Роберт Ланце, американский биолог и физик, автор теории биоцентризма, пошел дальше. Он предложил рассматривать сознание не как производное, а как фундамент Вселенной. Ланце утверждает, пространство и время — не абсолютные сущности, они не существуют сами по себе. Это когнитивные конструкции, удобные модели, с помощью которых сознание структурирует происходящее. Мир — это не фон, на котором мы действуем. Мир — это то, что возникает в момент восприятия. Твой мозг не фиксирует объективную реальность. Он интерпретирует сигналы, преобразует их в образы, подчиненные предыдущему опыту, языку, ожиданиям. Все, что ты считаешь внешним, на самом деле является переживаемым. Оно не отделено от тебя, оно существует в тебе как организованный опыт. Никакой объект нельзя наблюдать без участия субъекта. Значит, объект как таковой не существует вне наблюдения. Когда ты смотришь на дерево, ты не видишь дерева. Ты переживаешь опыт восприятия, рождающийся в твоем сознании. Фотон света, отразившись от листвы, попадает в глаз, запускает сложный биохимический процесс, но то, что в итоге рождается, это внутренний образ, собранный из восприятия, памяти, ощущений. Объективного дерева, отделенного от наблюдателя, не существует. Ты можешь задать логичный вопрос: если я уйду, что дерево исчезнет? Ланце отвечает: если нет сознания, способного воспринять дерево, нет и дерева как явления. Это не означает, что материя исчезает в буквальном смысле, но означает, что форма, структура, функции, все то, что делает дерево деревом, возникает только во взаимодействии с наблюдателем. Это утверждение подкрепляется квантовой механикой. В знаменитом эксперименте с двойной щелью частицы ведут себя по-разному, в зависимости от того, наблюдают их или нет. Никакая теория, опирающаяся только на классическую механику, не способна объяснить этот эффект. Единственным фактором, влияющим на результат, остается сам факт наблюдения. Вывод очевиден: наблюдатель не внешний участник, а структурообразующий элемент реальности. Если следовать этой логике до конца, становится ясно: без сознания Вселенная не приобретает форму. Она остается в состоянии неопределенности, набором возможностей, но не фактов. Сознание, согласно Ланце, не просто замечает реальность, оно ее актуализирует, делает явной. Важно подчеркнуть, теория биоцентризма не отрицает физику. Она ее дополняет, возвращая в центр внимания то, что наука долгое время игнорировала субъекта восприятия. Ланце не предлагает мистику. Он опирается на логику, экспериментальные данные и философскую строгость. Его тезис: если сознание исключить из уравнения, само уравнение теряет смысл. Мы привыкли считать, что все начинается с материи.
Но если материальные объекты не существуют без восприятия, значит начало не в материи, а в сознании. Это требует радикального пересмотра картины мира. Не ты находишься внутри мира, мир находится внутри твоего восприятия. Ты можешь протестовать. Интуиция говорит, что вещи существуют независимо от нас. Но эта интуиция – следствие воспитания, языка, культурных моделей. Она удобна, но она ложна. Мир не фиксирован. Он динамичен, подвижен, чувствителен к восприятию. Даже время, которое мы воспринимаем как линейную последовательность событий, согласно квантовой теории и биоцентризму, не обязательно реально. Оно может быть частью когнитивной модели, которую сознание использует, чтобы организовать восприятие. Без сознания нет времени. Нет и пространства в привычном смысле. По сути, ты не участник реальности. Ты ее активный соавтор. Не в метафорическом, а в физически точном смысле. Реальность не дана, она возникает. И возникает именно через тебя, через твое восприятие, через твое внимание. Это не философская спекуляция. Это прямое следствие современной науки, если ее довести до логического конца. И если принять это всерьез, меняется все, от понимания мира до самовосприятия. Иллюзия твердой реальности – это главный барьер между человеком и пониманием своей природы. Мы цепляемся за материю, за форму, за постоянство. Но все это не основа, а отражение. Суть не снаружи, суть внутри. Понять это значит выйти за границы привычного. И впервые увидеть, реальность не то, что есть, а то, что случается здесь. Внутри сознания. Когда человек слышит, что сознание участвует в создании реальности, это часто воспринимается как метафора. Мол, от восприятия зависит настроение, все в голове и прочее. Но теория биоцентризма, как и современная квантовая физика, не имеет в виду метафору. Она говорит буквально: сознание — это активная сила, формирующая саму структуру того, что ты считаешь миром. Это утверждение радикально, но оно логическое продолжение того, о чем мы уже говорили. Если наблюдение определяет поведение частиц, значит наблюдатель влияет на саму материю. И если это происходит на микроуровне, где формируются все элементы реальности, то это означает, вся реальность возникает во взаимодействии с сознанием. Но что это за сознание? Это не просто мыслительная активность мозга, не набор воспоминаний, не интеллект и не самоощущение в социальной роли. Сознание — это присутствие, способное воспринимать, то, что наблюдает за восприятием, то, что осознает сам факт существования. И именно это присутствие является тем, без чего не может быть формы, структуры, времени или пространства. Роберт Ланце говорит: мы привыкли ставить материю в начало, а сознание в конец, но все наоборот. Материя — производная, сознание — первооснова. Только перевернув эту картину, мы можем понять, почему реальность устроена так, как она устроена. Возьмем простой пример. Наблюдение. В квантовой физике оно не означает просто посмотреть глазами. Оно означает взаимодействие с измерительной системой, то есть с чем-то, что фиксирует результат. Это может быть прибор, это может быть человек, но важно, без акта фиксации нет результата. Вселенная, грубо говоря, не определена, пока в нее не внесли сознательное развлечение. Это значит, что сознание не наблюдает за завершенным миром. Оно завершает его. Как архитектор, который не просто смотрит на стройку, а создает план и формирует само здание. Без него остается лишь бесформенный потенциал. И здесь начинается самое важное. Сознание не просто наблюдает происходящее, оно выбирает из возможного. Квантовая система донаблюдения существует как суперпозиция множества вероятных состояний. Только когда происходит акт восприятия, один из вариантов становится фактом. Это точка выбора, и этот выбор делает наблюдатель сознания. Не как волевая личность, а как структурная часть самого бытия. Мы привыкли воспринимать выбор как продукт мышления, но здесь речь о глубинном уровне. Твое внимание — это не просто фокус, это команда. То, на что ты направляешь восприятие, становится реальным. Это не магия. Это физика. Именно поэтому Ланце подчеркивает: внимание и сознание —
Не побочные эффекты эволюции, а исходные элементы структуры мира. Без них Вселенная остается недеформированной. Ты не просто результат большого взрыва. Ты причина того, что он мог быть воспринят как событие. Сознание формирует время. Не наоборот. Мы думаем, что время — объективный поток, а мы в нем плывем. Но физика давно разрушила это представление. В квантовой гравитации нет единого времени. Оно локально, условно и даже теоретически обратимо. Сознание — это то, что упорядочивает хаос событий в причинную цепочку. Оно дает ощущение движения. Оно создает прошлое и будущее как форму ориентации в опыте. Так кто ты в этой картине? Ты не функция тела. Ты не продукт мозга. Ты структурная единица сознания, точка, через которую реальность проходит, чтобы обрести форму. Ты не наблюдатель реальности, ты канал ее формирования. Это кардинально меняет представление о свободе воли. Мы часто спорим, существует ли она. Но на уровне биоцентризма вопрос ставится иначе. Ты не просто имеешь выбор, ты и есть выбор. Каждое мгновение — это распутье, где из множества потенциальных миров активируется один. И активирует его не внешняя сила. Это делает акт внимания. Ты не можешь не участвовать в создании мира. Даже если ты ничего не решаешь, твое сознание все равно формирует картину происходящего. Даже без усилий. Даже в страхе. Даже в сомнении. Сознание создает всегда. Это не означает, что ты можешь материализовать все, что угодно, по желанию. Это не про визуализацию. Это о более глубоком процессе. Ты выбираешь не объекты, а саму структуру вероятностей. То, что возможно, зависит от глубины твоего восприятия, от твоего состояния, от направления внимания. Чем тоньше сознание, тем шире спектр возможностей. Чем жестче восприятие, тем уже реальность. Поэтому вопрос не в том, как изменить мир. Вопрос в том, как изменить способ восприятия, чтобы активировать другие версии мира. Сознание не механизм. Оно не поддается прямому управлению, но его можно развивать, углублять, освобождать от ограниченных шаблонов. Именно в этом смысл практик, от медитации до самонаблюдения. Они не делают тебя лучше. Они возвращают тебе архитектурную функцию. Понимание этой роли не просто теория. Это сдвиг. Ты больше не гость в случайной вселенной. Ты точка, в которой Вселенная становится собой. Мы привыкли считать, что реальность — это мир объектов, тел, звуков, света, времени, причин и следствий. Все, что можно измерить, зафиксировать, объяснить, принадлежит реальному. Все остальное — фантазии, иллюзии, метафизика. Но это представление больше не выдерживает проверку. Ни философскую, ни физическую. В 20 веке физика неожиданно столкнулась с пространством, где не действуют привычные законы. Пространством, в котором нет объектов, нет движения в привычном смысле, нет фиксированного времени, а информация еще не обрела форму. Это квантовое поле или в другом языке, уровень потенциальности. Именно там, по мнению Роберта Ланце, и происходит рождение реальности, не вещей, а возможностей. Мир, в котором мы живем, это слой, одна из проекций, активированных наблюдением. Это конечный результат. А вот то, что находится до фундамент, первичная среда, не имеющая формы, но содержащая в себе все возможное. Не все, что существует, а все, что может быть. Это не абстракция. Это реальность, с которой уже работают квантовые технологии. Например, квантовые компьютеры не оперируют классическими нулями и единицами, как обычные. Они работают с суперпозициями, состояниями, которые существуют одновременно во всех вариантах до момента измерения. Именно поэтому они способны выполнять расчеты, которые невозможны в традиционной системе. Потому что они взаимодействуют с уровнем до формы. Что это значит для нас, как для существ, обладающих сознанием? Это значит, что привычный мир — не завершенная система, а активный процесс, формирующийся из поля потенциала. А сознание — это механизм, который, соприкасаясь с этим полем, актуализирует возможность, превращая ее в конкретный опыт. Все, что мы воспринимаем как реальность, уже результат. Но за ним есть источник, который не имеет вида, но содержит все.
Это поле не имеет размера. Оно вне пространства. Там нет времени, потому что нет событий. Там нет объектов, потому что нет формы. Оно не находится где-то. Оно присутствует как возможность, всегда и везде. И ты, как носитель сознания, соединен с ним постоянно. Именно отсюда появляется ответ на вопрос, что происходит после смерти. Если тело — это временный инструмент сознания, а сам носитель вне времени, то смерть тела не означает исчезновение. Она означает выход из актуализированной формы обратно в поле потенциальности. Но сознание не исчезает, оно просто больше не выбирает быть этим телом в этом времени, в этом пространстве. Смерть в этой модели — это сдвиг внимания. Перемещение точки восприятия. Смена активной вероятности. Ланца говорит, ты не умираешь. Ты просто переходишь в другую ветвь реальности. Это не фантазия и не религиозный образ. Это логический вывод из модели, в которой сознание первично, а форма вторична. В этой картине жизнь и смерть не противоположности, а разные модусы восприятия. Как смена сцены, но не зрителя. Сознание вне событий. Оно может входить в них, но не зависит от них. Почему мы не ощущаем это напрямую? Потому что сознание, опустившись в форму, начинает отождествляться с ней. Оно забывает, что не является телом. Оно фиксирует себя в рамках биографии, социальных ролей, памяти и воспринимает себя как «я», привязанное к дате рождения и смерти. Это забывание не ошибка, это часть процесса. Без него восприятие мира не было бы столь плотным, настолько реальным. Отождествление с формой — способ закрепления внимания в конкретной версии мира. Но иногда, в моменты тишины, боли, откровения, это забывание ослабевает. И тогда сознание вспоминает, что оно не объект, а наблюдатель. Не тело, а присутствие. Не форма, а доступ к источнику форм. Это переживание трансцендентного. Оно не связано с религией. Оно фундаментальный опыт, который доступен каждому. И он не требует веры. Он требует внимания и внутренней честности. Что дает это знание? Во-первых, свободу. Ты перестаешь бояться смерти как конца. Потому что понимаешь, конец — это только форма. Присутствие не умирает. Во-вторых, ответственность. Все, что ты видишь, чувствуешь, переживаешь, это не внешний мир. Это твой выбор восприятия, проявленный из общего поля. Мир не независим от тебя. Он активируется через тебя. Поэтому вопрос, что ты выбираешь, становится не психологическим, а онтологическим. Ты выбираешь не только действия, но и саму версию мира, в которой ты существуешь. В-третьих, это знание пробуждает память. Не о событиях, а о природе. Ты не должен стать чем-то. Ты уже есть. Все остальное — процесс распознавания. Поле до формы — не философская идея. Это фундамент всей реальности. И если сознание с ним связано напрямую, значит, ты имеешь доступ к уровню, где нет ограничений, где возможно все, где нет смерти, потому что нет времени, где нет страха, потому что нет «я», которому можно исчезнуть. Это не значит, что наша жизнь не важна. Наоборот, она обретает новый смысл. Ты не просто участник реальности. Ты точка входа поля возможностей в конкретную форму. Ты проводник. И смерть — не закрытие. Это просто смена канала, по которому поток продолжает течь. В большинстве языков слово «внимание» звучит буднично. Мы привыкли воспринимать его как функцию психики инструмент, с помощью которого мы выделяем из потока событий что-то важное. Сосредоточились, запомнили, отвлеклись, упустили. Но если принять, что реальность возникает во взаимодействии сознания и потенциала, как утверждает теория биоцентризма, то внимание — это уже не просто фокусировка. Это основной инструмент творения. Это не образное выражение. Это прямая формулировка. Внимание — это то, чем сознание активирует конкретные вероятности из поля возможностей. Давайте разложим это строго. Согласно квантовой механике, частица до момента измерения существует в состоянии суперпозиции, то есть одновременно во множестве состояний. Только когда происходит акт наблюдения, один из этих вариантов схлопывается, превращается в факт. Кто выбирает этот вариант?
Мы привыкли думать, что случай. Но физика не дает четкого ответа. Остается открытым вопрос, что определяет, какой именно вариант станет реальным. Роберт Ланце предлагает смелый, но логичный ответ – акт сознательного внимания. Он утверждает, что сознание, как активная структура, не просто фиксирует уже произошедшее, оно участвует в актуализации того, что происходит. А инструментом этого участия является внимание. Потому что именно внимание направлено в конкретную точку вероятностного поля. Это можно сравнить с кодом программы. До запуска она содержит в себе множество функций, но работает только та часть, к которой обращается пользователь. Внимание — это обращение. Оно включает участок кода, делает его активным, превращает потенциальное в происходящее. Теперь перенесем это из уровня частиц в человеческую жизнь. Когда ты входишь в комнату, твой ум выделяет из миллиона деталей те, которые важны: знакомое лицо, окно, часы. Все остальное стирается, даже если физически присутствует. Это происходит автоматически. Но ты можешь сознательно изменить этот фокус, и тогда откроется совсем другая комната. Не другая в том смысле, что стены поменялись, а в том, что ты начинаешь проживать другую версию события. Новую реальность. Что важнее, эта способность работает не только на уровне восприятия, но и на уровне событий. То, на что ты направляешь внимание, получает энергию, получает вероятность быть, не как абстрактное притягивание желаемого, а как реальное структурирование мира. Ты можешь замечать, как одна мысль, если долго удерживать ее во внимании, начинает материализоваться. Она находит подтверждение. Люди повторяют ее словами. События складываются так, будто подтверждают ее. Это не магия и не случайность. Это практика выбора версии мира. Потому что каждая мысль — это не просто реакция. Это акт. И если он подпитан вниманием, он становится частью формирующейся реальности. Именно поэтому все духовные и философские традиции уделяют внимание практике наблюдения. Но суть не в том, чтобы просто смотреть на мысли. Суть в том, чтобы понять свою ответственность за выбор точки восприятия. Потому что каждый такой выбор — это формирующее действие, даже если ты его не осознаешь. Ты можешь думать: «Я ничего не выбираю, я просто реагирую». Но это иллюзия. Даже пассивность — это форма выбора. Даже избегание — это направление внимания. Даже страх — это создание. Потому что все, что находится в фокусе, усиливается. Все, что исключено, обнуляется. Это физика, а не метафизика. Это значит, ты всегда влияешь. Ты всегда творишь. Даже в молчании. Даже в сомнении. Разница лишь в том, осознаешь ли ты это или нет. Внимание — это не просто личное качество. Это осевой механизм сознания. И чем глубже становится внимание, тем более точной становится реальность. Чем рассеяннее, тем более случайной она кажется. Ланце приводит важный образ. Мир — это экран, а внимание — луч проектора. Там, где свет направлен, проявляется изображение. Все остальное — тень, фон, непроявленное. И ты тот, кто держит проекционный аппарат. Не всегда осознанно, но всегда эффективно. Так кто ты в этой системе? Ты не просто наблюдатель. Ты — промежуточное звено между полем вероятностей и актуальным опытом. Ты не фиксируешь реальность. Ты активно ее выбираешь, момент за моментом. Именно поэтому настоящая осознанность не про концентрацию. Она про признание своей роли. Это не психотехника, а этическая и онтологическая позиция. Ты выбираешь не только на что смотреть, ты выбираешь саму ткань того, что будет названо миром. Поэтому вопрос, куда ты направляешь внимание, не психологический. Это вопрос о структуре Вселенной, в которой ты будешь жить. После всего сказанного возникает, пожалуй, самый важный вопрос. Если материя вторична, если внимание создает реальность, если смерть не конец, а форма перехода, то кем является тот, кто все это переживает? Кто ты в свете этих открытий? Современная наука, философия и внутренняя практика начинают сходиться на одном. Ты — не тело, не биография, не роль. Ты — присутствие, которое переживает форму.
Сознание — это не часть тебя. Ты и есть сознание. Тело, мысли, память, эмоции — это не ты. Это интерфейсы. Модули, временные конструкции. Они важны, но они не первичны. Сознание не локализовано в голове. Оно не сидит в ней, как водитель в машине. Оно не ограничено плотью. Оно просто использует тело как инструмент навигации по определенной версии реальности. Когда ты говоришь «я», ты почти всегда имеешь в виду тело, личность, историю. Но если приостановить это, останется нечто более фундаментальное. Останется то, что смотрит. И это смотрение не пассивное, оно активное. Ты не наблюдатель, ты архитектор, создатель, переводчик бесформенного в форму. Ты точка входа в поле вероятностей, где Вселенная становится конкретной. Не в глобальном смысле, не обязательно всей Вселенной, но того фрагмента, который доступен твоему вниманию. И в этом твоя свобода, твоя ответственность и твоя сила. Ты не часть мира. Мир — часть твоего переживания, ты не вписан в структуру пространства. Пространство вписано в структуру твоего сознания. Ты не продукт времени. Ты та сила, которая дает ему направление. Это не абстракция. Это не поэтика. Это реальное положение вещей, если принять, что сознание первично. Что значит жить с этим пониманием? Во-первых, перестать искать себя в формах. Ты не можешь найти себя в профессии, во внешности, в оценке других, потому что все это отражение, не источник. Ты не можешь понять себя снаружи, только изнутри. И путь к этому пониманию не в накоплении знаний, а в очищении восприятия от всего, что к тебе не относится. Во-вторых, принять ответственность. Если ты точка входа сознания в реальность, то ты ответственен за то, что именно входит. Ты не просто реагируешь, ты выбираешь, момент за моментом, неосознанно, случайно. Осознанно точно, и это не вопрос морали, а вопрос структуры. То, куда направлено внимание, становится миром. В-третьих, ты больше не боишься смерти. Смерть — это не уничтожение, это перемещение точки восприятия. То, что воспринимает, не исчезает. Оно выходит из одной формы и, возможно, входит в другую. Или остается в пространстве потенциального, вне времени и событий. Ты не исчезнешь, потому что ты никогда не был объектом. Ты процесс. Созидающее поле. Присутствие. И в-четвертых, ты начинаешь жить иначе. Не как набор функций, не как фигура в чужом сценарии, а как прямое воплощение сознания, которое может видеть, выбирать, направлять, соединять. Это не требует веры, это требует честности. С собой, с происходящим, с тишиной внутри. Ты не придешь к этой точке однажды. Ты уже здесь. Просто слишком долго тебя учили не смотреть. Тот, кто ты есть, не требует улучшения. Он требует узнавания. И когда узнавание происходит, исчезает главный конфликт между внутренним и внешним. Потому что внешнее становится продолжением внутреннего. А внутреннее не ограничено ничем. Ты не капля в океане. Ты окно, через которое океан узнает самого себя.